Привет, друзья! Рад вас снова приветствовать на своем канале. Как видите, сегодня я совсем один, даже шторма с собой не взял, потому что весна в этом году ранняя, и клещей в этом году прям очень много. Я переживать стал за него, почему что-то вот прям меня пугает это. Я уже сейчас почти подошел уже к землянке. Вот тут немного осталось мне. Сейчас немножко дух переведу, отдохну и дойдем уже с вами до нее. Знаю, что многие очень стали переживать о судьбе землянки после последнего видео нашего совместного с Алексеем на его канале. Вот поэтому я решил дойти, проведать и вам показать, что там, да как там. Ну и небольшие дела поделать, это уже дальше. Погодка, конечно, сегодня прямо располагает на прогулке по лесу. Сегодня около 20, где-то 22 градуса. Идти прям комфортно с рюкзаком. Не жарко и не холодно. И природа прямо-таки оживает в лесу. Все зеленое, все просто заросло травой. Ландыши. По всему лесу просто. Запах стоит неимоверный. Что-то я прям уже заболтался. Пора уже собираться. Давайте, еще тут немножко осталось, дойдем. И там уже дальше продолжим наш разговор. Ну, с первого взгляда вроде бы все в порядке. Мне кажется, здесь никого и не было, потому что дрова на месте, никто ими не пользовался. Труба тоже на месте. С виду все в порядке. Сейчас зайдем, посмотрим, что там у нас внутри. Да, все на своих местах. Воду, которую мы приносили, тетрадь, все на месте. Сейчас посмотрим, кто-нибудь записывался или нет. Ну, я думаю, вряд ли, потому что я не вижу здесь никаких изменений. Да, последняя запись это вот наша с Леной, когда мы посещали, когда мы красили печку. И самое интересное, что я заметил здесь, когда пришел, сейчас я вам покажу, что меня больше всего порадовало. Если вы смотрели наше предыдущее видео, то вы могли заметить, что мы с Леной посадили семена в тот раз. И сейчас я вам покажу этот огородик. Ну вот, как видите, вот уже что-то да всходит. Я не помню, что именно мы там засеяли в этом вот участке. Это то ли укроп, то ли щавель был. Сейчас нужно сходить за водонакопителем, там воды набрать и польем.
Ну вот если у нас так все и дальше пойдет, то я чувствую, мы скоро здесь урожай начнем собирать. Сейчас все полью. Я думаю, надо будет потом разобрать сумку и покушаю сначала. Что-то пока шел, прям сильно проголодался. Чем-нибудь таким небольшим перекусим. А там дальше я уже и расскажу, для чего сюда пришел и что будем делать дальше. На обед я сегодня взял с собой сосисоны. Ну и гречку я отварю. Гречку с сосисками, мне кажется, сейчас самое то зайдет с голодухи. Ну, как видите, я не особо привередлив в еде. Но если у кого-то есть какие-то идеи по поводу кулинарных блюд, только несложные, потому что я не шеф-повар. Вот, так что я всегда рад, предлагайте, пишите в комментариях, предлагайте блюда, и, возможно, мы вместе с вами их здесь приготовим. Выкопаю сейчас ямочку для костра, и вот на решеточке сготовлю сосиски. Так, ну пока угли там у меня прогорают, я расскажу вам, какие у меня на сегодня цели. Ну, даже если сегодня не успею, то завтра, потому что уже время 7 час, не знаю, все успеть или нет. Не хочется по темну все это делать. Ну, насколько вы знаете, там теперь у нас выдвижная кровать, раскладная точнее. И для этих целей, чтобы ее сделать мягче, вот эту дополнительную секцию, я принес с собой поролон вот такой вот. Обобью им, ну, чтобы было все ровненько и мягенько. Вот. И вторая цель, для чего я сюда пришел сегодня. Смотрите. Как думаете, что это? Это рубанок. А рубанок я взял вот для этого стола. Я хочу немножко его сделать ровнее, чтобы он был более гладкий. Ну, он так-то и так, скажем,
цели свои полностью выполняет. Хороший, ровненький такой столик. Но я подумал, так посмотрел, землянка, она такая вся рыжая. Ее же Алексей горелкой этой обжигал. И я хочу вот так же сделать. Хочу пройтись сначала рубанком, чтобы он был ровненький, гладенький. Вот. Потом я взял с собой наждачку. Наждачкой хочу пройтись. И в самом конце я обожгу горелкой этот столик, чтобы он был прямо в цвет этого нашего жилища. Фу. Да, можно, в принципе, наверное, и прям так их положить. Ну, я думаю, уже готово. Блюдо, конечно же, не ресторанной кухни, как видите. Но здесь я себя чувствую не хуже, чем в каком-либо крутом ресторане. Разве каждый ресторан сможет похвастаться такими видами? Приятного аппетита всем, кто будет кушать сейчас вместе со мной. Ну, столиком я, наверное, сегодня уже не успею заняться, потому что что-то я пока поздно пришел, пока провозился со всем этим, с готовкой, со всеми делами, а время уже 8 час. Я пока сейчас печку еще натоплю, поэтому сегодня займусь кроватью, обобью ее. И завтра с утра, как проснусь, я начну заниматься столиком. Как говорится, утро вечера мудренее. Ну, в общем, вот так получилось сделать лежак, точнее его оббить. Это он сейчас вот в сложенном виде. И сейчас покажу вам, какой он будет в разложенном виде. В общем, смотрите, ножки я прибил петлями. И теперь так мы его раскладываем. Ножки выставляем, которые прибиты там внизу петлями.
И все. Лежак готов. Все надежно. Можно лежать. Сейчас его испытаю. О. Фу. Вот чтобы вам примерно было понятно, сколько здесь теперь места. До туда я вообще не дотянусь. Это я ростом 1,70 м. И посмотрите, сколько шириной места. Ну, да, целая двухспалка, двухспальная кровать. Сегодня буду спать просто как король. Время, конечно, сегодня пролетело вообще незаметно. А я еще даже ужин не готовил. Это мне еще нужно печку натопить. А время уже 9 часов, 5 минут 10-го. Сейчас еще 5 минуточек полежу. Начну топить печку. И поужинаем. И, наверное, спать лягу пораньше. А завтра займусь уже столиком с утра. Вы, наверное, смотрите и думаете, сейчас, наверное, какое-то будет изысканное блюдо. Но нет, я вас сейчас еще больше разочарую. Потому что на ужин у меня... Да, это пельмени. Весь день хотел сегодня пельмени. Думаю, почему бы мне их не взять с собой в землянку. Вот, и такой у меня будет сегодня пельменный ужин. Ну, кажется, готово. Пельмени уже точно сготовились. Ну и чайник уже засвистел. Все, пора. Сейчас почитаю немного и буду, наверное, укладываться, ложиться спать. Всем спокойной ночи. До завтра.
Всем доброе утро, друзья. Ну вот пора и начать заниматься столиком. Заранее попросил бы вас строго меня в этом деле не судить, так как рубанок я держал последний раз еще, когда в школе учился, на уроках труда. Ну, потихоньку. Ну вот, в общем, конечный результат. Опять же таки попрошу строго меня не судить, потому что я первый раз это делаю. Ну и вот на фоне землянки, как он примерно вот выглядит. Я примерно этого и добивался, чтобы он был такой же столик рыжий, как и сама землянка. И, ребят, если у вас есть какие-то идеи по поводу этого стола, ну, может быть и не стола, и не только, присылайте их, пишите, обсудим. Может быть, что-нибудь еще интересное придумаем. Может быть, этот стол стоит лаком покрыть каким-то или маслом, я не знаю. Пишите, мне будет интересно. Вот и пора возвращаться домой. Спасибо вам, что досмотрели это видео до конца. Ставьте мне лайки, пишите комментарии, задавайте вопросы. Может быть, у вас есть какие-то свои идеи, предлагайте.
Я с радостью почитаю ваши комментарии. Будет интересно. Ну, пока.